Путь стрелка начинается с обычного деревянного лука, но со временем этот класс получает доступ к одному из самых мощных арсеналов оружия в игре. Сегодня я полностью пройду террарию 1.4.5 на мастер-моде за стрелка и покажу весь путь от первого дня в новом мире до победы над лунным лордом. Однако для начала нужно было пережить самые слабые этапы развития этого класса. Итак, топор в руки и за работу. Медный кинжал мне как стрелку все равно не нужен, так что я сразу отправляю его в полет до ближайшего слизня. Пока я дорубал соседний ствол, гид уже вовсю косплеил защитника и отбивался от местной фауны. Не буду ему мешать, забираю дерево и двигаю осматривать левую сторону. Прямо по курсу наткнулся на большие деревья. В первом сундуке нашел лягушачий воротник. Теперь буду издавать звуки лягушки при получении урона. Чуть ниже стоит еще один тайник, и в нем меня ждут свинцовые слитки. Плюс на самом дне откопал третий сундук. Здесь тоже лежали материалы и отличные зельки для старта. Пока далеко от спавна отходить не буду. По-быстрому пополняю запас камня и телепортируюсь обратно на поверхность. Думаю, сейчас самое время заняться постройкой дома. Правда, пока собираю первый этаж, умудрился знатно подорваться на собственной же гранате, которую бросил в наглого слизня. Ладно, ничего страшного, возвращаюсь к работе. Возведя третий этаж, я выкопал классические защитные ямки, чтобы ночные мобы не ломились внутрь, и устанавливаю в комнатах двери, после чего покрываю весь дом задними стенами и расставляю факела для освещения. Первое оружие, которое я крафчу, это деревянный лук, а в качестве снарядов буду использовать огненные стрелы. Их сразу же пришлось пустить в дело, потому что гид умудрился впустить в дом 2 зомби. К счастью, я вовремя среагировал и разобрался с гостями. Искренне надеюсь, что это был последний косяк нашего квартиранта. Теперь обустраиваю комнаты, расставляю столы и стулья, на верхнем этаже помещаю печку, после чего решаюсь на ночную вылазку в правую сторону. Как оказалось, буквально под боком у меня раскинулось искажение. Аккуратно спуститься в расщелину не получилось. Поняв, что идти дальше направо сейчас не вариант, бегу налево. По пути отстреливаюсь от зомби и снова спускаюсь под большие деревья. Судя по всему, джунгли тоже находятся прямо у порога моего дома. Но соваться в джунгли пока рановато. Гораздо безопаснее будет поковыряться в обычной шахте. Здесь я сходу натыкаюсь на изумруды. Добываю немного вольфрама и добираюсь до заброшенного подземного дома. Правда, в местном сундуке из интересного оказались только базовые зелья, а буквально у порога меня настиг валун. Классика террарии, никуда от нее не деться. Вернувшись обратно на место гибели, я заглянул в светящийся грибной биом и нашел свой первый кристалл жизни. А чуть дальше меня ждала богатая золотая залежь и еще одно сердечко. Но и на этом ништяки не закончились. Золотой сундук неподалеку подогнал мне сразу 2 зельки шахтера. Использовать их буду чуть позже. Сейчас тратить откровенно жалко. Да и ценная руда на глаза пока попадается довольно часто. Дальше железная дорога привела меня к очередному сердцу. Но сразу после этого я попал в ситуацию, выжить в которой было просто нереально. Зато оказавшись дома, я переплавляю вольфрамовые и золотые слитки. Крафчу золотую кирку, а следом за ней новый лук и топор. Арсенал увеличивается, но инвентарь уже трещит по швам. Так что я решил вырыть под домом полноценный склад. Прожимаю найденные сердечки, выгребаю из сундука ненужные вещи и бегу к странствующему торговцу. Сплавляю ему все барахло, и у меня теперь целых 6 золотых монет. После этого захотелось слегка облагородить территорию вокруг дома. Разобравшись с правой стороной, я подчищаю грязные земляные стены на складе, по-быстрому выравниваю левую сторону, затем крафчу кирпичи, облицовываю ими склад и возвожу дому нормальную крышу. Вроде бы мелочи, а получилось неплохо. Теперь жилье хотя бы не мозолит глаза своей коробковидностью. Пока я занимался дизайном, в дом заселилась целая куча жителей. У торговца я покупаю копилку и факела, а у подрывника закупаюсь бомбами. Вот теперь уже можно со спокойной душой бахнуть зелье шахтера и двигаться дальше. Деревянный сундук пополнил мои запасы расходников, а сразу за кристаллом жизни меня ждал главный сюрприз — огромное яйцо дракона. Из него вылупился Чиллит Игнис. Это просто имбовый маунт обновления 1.4.5, который сильно облегчит мне жизнь. Забрав еще одно сердце и едва отбившись от назойливой летучей мыши, я наткнулся на массивные деревянные развалины. Внутри лежал браслет регенерации и пара зелек шахтера, а прямо под боком обнаружил рубины. Они точно пригодятся. Долго в шахте продержаться не вышло. Вернувшись на базу, я крафчу аметистовый крюк для мобильности и очки. Немного украсил ими внешний вид, после чего решаюсь на вылазку влево, о чем сразу же пожалел. Лучше на маунте спокойно пробегу искажение. Сразу за порчей начинается зимний биом. Как
Как стрелка меня здесь интересует лед для крафта морозных стрел, но и в местную шахту заглянуть не помешает. По пути нахожу сундук с обогатителем. Это важная штука для старта. Подлутал парочку сердец и из еще одного сундука достал коньки, которые позже станут частью терра-ботинок. Дальше, получив на халяву целых 9 золотых монет, из замороженного сундука достал морозные ботинки с призывалкой циклопа-оленя. Зелье шахтера супер сильно помогает в поисках. В очередном тайнике нахожу зелье телепортации и, к сожалению, погибаю от первой попавшейся лавы. Дома я повышаю здоровье сразу на 40 единиц. Заранее создаю корону, а также делаю ледяные факела для крафта стрел ледяного ожога. Думаю, теперь можно попробовать посетить подземные джунгли. Первое, на что я там наткнулся, это очередное сердечко, а следом за ним обнаружил сундук с удочкой из стекловолокна. Спускаюсь все глубже. Неподалеку от гранитного биома нахожу улей королевы пчел, а прямо под ним мраморный биом, в котором меня эффектно насадил на копье гладиатор. Оказавшись дома, еще повышаю здоровье, и теперь у меня его 280 единиц. Дальше я решил, что рабочим станциям лучше всего стоять на нижнем этаже. Не знаю, зачем в этот раз я поместил их на верхний. Теперь моя задача найти пустыню. Она находится прямо за джунглями. И здесь мне нужно добыть окаменелости. Их пригодится немало. Нужно будет обработать их в обогатителе. С использованием помп добыча идет вроде бы быстрее. Но вот из-за нападения длинного червяка в этот раз выжить мне не удалось. Раз уж я дома, не теряю время и сразу принимаюсь обрабатывать окаменелости. Но в процессе случайно умудряюсь подорвать собственный склад. Всей этой переработкой я занимаюсь ради ископаемого сета брони. Но вот материалов пока маловато. Пришлось снова вернуться в пустыню. Там меня сразу встретила огромная толпа монстров, но, к счастью, отбиться получилось легко. Хотя в песчаном сундуке из лута оказались только золотые слитки. Затем железная дорога привела меня к очередной заброшке. Я очистил ее от мобов, но вот самый последний скелет хорошенько приложился мне по голове. Ну хотя бы статую Баст оттуда смог забрать. После этого я решаю использовать зелье рандомной телепортации. В итоге в аду мне удалось раздобыть немного хороших стрел, а следующим телепортом меня закинуло на левый край карты. В океане, правда, удалось залутать всего один сундук, так как окрестности вовсю патрулировала акула. Бой с первым боссом постепенно приближается, так что я принял решение заранее построить арену. Пока что 2 ярусов будет вполне достаточно. Снова возвращаюсь в пустыню, где из сундука достаю долото, и теперь добыча окаменелостей идет куда быстрее. Еще я попутно обзавелся пустынной вагонеткой и питомцем-копателем Диктуазом. В некоторых случаях буду его использовать. Двигаясь дальше по рельсам, доехал до джунглей. Пополнил запасы зелий шахтера и внезапно наткнулся на храм джунглей. Теперь я хотя бы знаю, где этот данж находится. Вернувшись домой, я снова принимаюсь за переработку окаменелостей. Восполняю запас необходимых материалов и крафчу ископаемый шлем, нагрудник и ботинки. Сразу же экипирую новый сет. Шанс крита, дистанционного урона и защита заметно увеличились. Теперь под такой сет было бы неплохо поискать полезные аксессуары. Правда, первые 3 открытых сундука меня совсем не порадовали. Зато после них я нашел кристалл и новый грибной биом, а рядом заброшенный деревянный сарай. Но и в его сундуке ценного дропа не оказалось. Чуть позже я конкретно провтыкал и угодил прямо в ловушку. Пришлось возвращаться на место гибели и отбиваться от мобов. Но в итоге и тот сундук оказался абсолютно пустым. Рядом стояли еще несколько тайников. Один снова разочаровал, а во втором я нашел призывалку глаза Ктулху. Также неподалеку притаился еще один сундук, но его содержимое меня ничем не удивило. Продолжив свои поиски, я умудрился докопаться до уровня ада, и там просто разбился. Да, назвать эту вылазку идеальной точно не получится. Теперь я отправляюсь в искажение. Подхожу к алтарю и крафчу корону слизней. Заодно решаю взорвать там одну теневую сферу. Это нужно ради прихода оружейника и армии гоблинов. Ну что ж, вот и подошло время для первого босса. Я слегка подравниваю арену, затем дома делаю шелк, создаю лесопилку и крафчу кровать. Теперь появилась возможность быстрее прокручивать время, так что я дожидаюсь наступления нового дня и прямо на рассвете начинаю сражение с королем слизней.
Бой прошел гладко, моя экипировка вообще не подвела. Первый босс успешно побежден. Из его мешка я буду использовать только королевский гель. Теперь крафчу банки и наполняю их водой. Решил наварить зелий света и зелий шахтера. Они сейчас очень понадобятся мне в джунглях. Но перед самим походом я решил построить дом для жителей. Устанавливаю освещение, помещаю необходимую мебель, и на этом все готово. Вот теперь можно спокойно спускаться в подземные джунгли. Подняв очередной кристалл жизни, я наткнулся на шикарное место с целой кучей сундуков. Сходу получил зелье шахтера, зелье гравитации и зелье шипов. Чуть дальше в сундуке залутал зелье лучника, после чего отбился от назойливых людоедов, и из еще одного тайника достал необходимый мне обрез. Сундуков здесь просто море. В следующем нашел браслет ветра и наконец пополнил запас здоровья до самого максимума. Еще в этой шахте обнаружилась призывалка глаза вместе с зельем гравитации. А внутри большого полуразрушенного здания я наткнулся на облако в бутылке. Теперь у меня имеется двойной прыжок. На этом моменте я нашел абсолютно все, что нужно. Возвращаюсь домой, сортирую вещи, растыкиваю по местам лишние сундуки и подхожу к недавно пришедшему оружейнику. У него я пока что закупаюсь только патронами. Теперь я полностью готов к бою с глазом Ктулху. Создаю светильник сердца, вешаю его на арене, и прямо по наступлению ночи глаз решает напасть на меня самостоятельно. Что ж, заранее выпиваю все зелья, немного его жду и начинаю бой. Проблем в бою не возникло. Глаз Ктулху повержен. Из мешка я достаю щит Ктулху и сразу пускаю в дело демонитовую руду. Крафчу из нее новый лук. Сейчас моя экипировка выглядит вот так, но пора бы ее еще немного усилить. Выпиваю зелье гравитации вместе с перышком и отправляюсь на поиски парящих островов. В левой части мира меня ждало разочарование. Ни одного клочка земли в небе. Разворачиваюсь и лечу в правую сторону. После абсолютно пустого острова натыкаюсь на небесный дом. Но, увы, внутри сундука не оказалось ничего полезного. Добрался до следующей точки и наконец-то нашел нужный мне шарик. А буквально по соседству, в сундуке на другом острове, лежит счастливая подкова. На этой позитивной ноте мое воздушное путешествие завершено. Подкову временно экипирую вместо коньков и спешу к своему домику в джунглях. Покупаю там пилон, и теперь у меня есть точка быстрого перемещения в этот биом. Также я заметил неприятную деталь. Искажение начинает подбираться слишком близко к моему дому. Чтобы не рисковать, я на всякий случай прокопал огромный защитный тоннель до самого ада. Теперь заражение до дома точно не доберется. Еще я решил заморочиться и возвести жилье для жителей в пустыне. Наличие пилонов по всей карте штука крайне полезная, ведь экономия времени в прохождении очень важна. В итоге получилось вот такое здание. Приобретаю пустынный пилон и открываю быстрый доступ к этому биому. И как только я завершил стройку, игра решила подкинуть мне проблем. На меня тут же напала армия гоблинов. Как только гоблины развалились, я сразу решил призвать глаза Ктулху, чтобы пополнить запасы демонитовой руды. После этого делаю скоробейные бомбы, в зимнем биоме добываю лед и докапываюсь до самого ада. Но вот именно адских стрел раздобыть в этот раз не удалось. Дома, кстати, я понемногу коплю стрелы Джастера. Затем у оружейника покупаю мини-акулу и крафчу вольфрамовые пули вместе с морозными стрелами. Вот такой у меня сейчас арсенал оружия. Близится бой с пожирателем миров. Так что арену около дома я решил расширить вплоть до искажения. Дальше я отправился в джунгли и довольно быстро нашел там гоблина, а также достал из сундука посох выращивания, благодаря которому дома сделал топор. Теперь можно спокойно вырубать лес и сразу сажать новые деревья. Пока занимаюсь делами лесоруба, натыкаюсь на новый валун, который начал скакать у меня перед глазами и все подсвечивать. Итак, пора нападать на червя. Остается только улучшить экипировку и слегка добавить бафов на арену. Дожидаюсь рассвета и у гоблина покупаю мастерскую
изобретателя, вместе с реактивными сапогами. Дальше прямо на мастерской создаю синий подкованный шарик и спектральные ботинки. Вот такая у меня сейчас экипировка, и я полностью готов к сражению с боссом. Прокладываю веревку и остается сломать последнюю сферу. Выпиваю парочку зелий, закидываю бомбу, резко поднимаюсь на веревке, после чего начинаю сражение. Хорошая подготовка – залог легкой победы. Реликвия отправляется на базу, а из мешка я получаю шарф-червь и теневые фрагменты. Сразу же переплавляю демонитовые слитки, крафчу новую кирку и принимаю решение собрать полный сет теневой брони. Правда, на шлем ресурсов немного не хватило. Пришлось подобрать с земли оставшиеся фрагменты и его доделать. Этот комплект отлично увеличивает шанс крита, а также скорость передвижения. Так что экипировка стала выглядеть еще бодрее. Пока я занимаюсь подготовкой к следующему этапу прохождения, расскажу немного о том, что будет дальше на канале. Как вы могли заметить, в последнее время я постепенно расширяю контент и добавляю новые игры. В плейлисте «История новичка» уже вышли полные прохождения Вальхейма, Сабнатики и Сабнатики 2. Если вдруг пропустили, советую посмотреть. Ну а следующим крупным проектом на канале станет прохождение Раста. Работу над ним я уже начинаю, и ролик получится действительно масштабным. Поэтому, если не хотите пропустить его выход, можете подписаться на канал. А в телеграм-канале я буду делиться различными спойлерами. Ну а теперь пора возвращаться к нашему стрелку. Следующая остановка — преисподня. В аду было бы идеально выбить обсидиановую розу и магматический камень. Но пока из полезного дропа мне досталась только зелька обсидиановой кожи. Зато теперь можно спокойно добывать адский камень и отвлекаться исключительно на мобов. Лава больше не представляет никакой опасности. Надеюсь, нужные аксессуары я получу чуть позже. А пока забираю адскую печку, устанавливаю ее дома и сразу приступаю к выплавке слитков адского камня. Делаю обсидиановый череп, лутаю кирку и лук литую ярость. После этого перековываю оружие на хорошие модификаторы и отправляюсь к океану со стороны джунглей. Благодаря скоробейным бомбам мне удалось быстро отыскать шиммер. Правда, в процессе я случайно свалился прям в мерцающую жидкость. Зато как только выбрался, встретил скелета торговца. У него в ассортименте как раз оказался аксельбант и батон мастера-пекаря, который увеличивает дальность действия рабочих станций. Прямо здесь в Шиммере я решил заморочиться и построить комнаты для NPC. Правда, немного не достроив, на время вернулся домой, чтобы пофармить халявный гель. В хардмоде он мне очень пригодится. Наконец, заселяю жителей в подземный биом. Все готово, пилон куплен, и теперь у меня есть точка быстрого телепорта. Система пилонов становится все лучше. Вот так выглядит финальная версия этого дома. Вернувшись на базу, достаю припасенные аксессуары и крафчу искрометные морозные ботинки. Теперь персонаж бегает еще быстрее. Затем на самом краю мира я решил заранее подготовить грибной биом. Засаживаю все свободное пространство семенами светящихся грибов. Пусть потихоньку зарастает. Теперь решил построить дом в обычной шахте. Покрываю все стенами и устанавливаю пещерный пилон. А тот, что был в Шиммере, переделал в пилон мерцания. Но все, подземные жилища теперь функционируют идеально. Дальше я отправляюсь покорять глубокие пещеры, а точнее искать сундуки на уровне лавы. Моя главная задача сейчас найти амулет лавы. Под землей я провел просто уйму времени. В пустыне наткнулся на статую Баст, затем чуть дальше нашел еще одну такую же, и на удивление мне попалась даже третья статуя подряд. А вот нужного амулета все нет, поэтому я временно забиваю на поиски и отправляюсь в джунгли, чтобы расчистить местность под арену против королевы пчел. Сразу делаю ее побольше, чтобы в хардмоде было меньше проблем. Прокладываю платформы в несколько ярусов, добавляю освещение, вешаю несколько накопившихся знамен, а также устанавливаю костры, лампы сердец и те самые статуи Баст. Теперь арена, которую я выкопал прямо рядом с ульем, полностью готова. Выпиваю зелья и ломаю кокон королевы.
Рывки моего маунта идеально дефали ее атаки. Королева побеждена. Из ее мешка мне выпал пчелиный лук. В качестве передышки решил заняться постройкой дома в зимнем биоме. Заканчиваю постройку с вот такими красивыми видами. Пилон имеется. Еще, кстати, сделал вот такой дом у океана с правой стороны. На этом отдых между сражениями можно закончить. Подготавливаю арену для грядущего боя со скелетроном. И обязательно закрываю все блоками. А также перековываю аксессуары. На этой арене будет идеально работать новый пчелиный лук. Итак, выпиваю зелья, нажимаю на проклятие, экипирую рюкзак улей и пускаю в дело пчел. Пчелы в ограниченном пространстве идеально себя показали. Из мешка я достал крюк руку скелетрона и сразу отправился в его данж. Тут я просто собираю золотые ключи, фармлю косточки и открываю сундуки. Из интересного нашел пистолет и теневой ключ. Уже дома создаю бластер Феникса, а также крафчу шлем, нагрудник и ботинки некроманта. Урон и шанс крита сильно выросли. Теперь у гоблина перековываю бластер и побеждаю ненужного циклопа. Кадр самого боя я потерял. Короче, просто вынес его для галочки. Все, что с него выпало, мне все равно не пригодится. Теперь у механика покупаю гаечный ключ, провода, кусачки и таймер. Решил сделать фармилку бесов. Теперь просто стою и стреляю. Из этих мобов мне нужна обсидиановая роза. Шанс на то, что она выпадет, конечно, есть, но из-за того, что эти бесы призваны статуей, он очень маленький. Так что пришлось долго стоять и фармить. В итоге роза все-таки выпала. Теперь остается найти амулет лавы. Но вот как я бы ни пытался, он не попадается. Но зато в водяном сундуке я нашел ботинки хождения по воде, которые тоже пригодятся для терра-ботинок. Ну и раз браслет найти не получается, не буду зря тратить время и лучше начну строить тропинку для стены плоти. А в процессе буду надеяться на камень магмы, который может выпасть из летучей мыши. Первое, что я тут выбил, это куклу Вуду Гида. А потом, когда я просто стрелял в правую сторону, оказалось, что пчелы выбили мне тот самый камень. Сразу кидаю его в шиммер и получаю амулет лавы. Все материалы для терра-ботинок на руках. Создаю магматический череп, из него литой череп с розой, а дальше ботинки хождения по лаве и сами терра-ботинки. Но все лучшие ботинки в игре имеются. Продолжаю долгую постройку тропинки из камня. Довел ее до самого левого края мира. Еще в процессе из теневого сундука достал лук адского крыла. И теперь можно со спокойной душой начинать бой со стеной плоти. Новый лук, немного пчелонат и пчелиные стрелы сделали свое дело. Хардмод начинается. Из мешка я получаю заводную штормовую винтовку. Использую сердце демона, а эмблему воина превращаю в эмблему стрелка. Еще решил приобрести разрешение на собаку и кошку. Дальше у гоблина перековываю оружие и строю домик в грибном биоме. Он, кстати, неплохо уже зарос. Эта система пилонов идеальна. Заранее в грибном биоме срубаю все деревья и отправляюсь в святой биом с целью пофармить пыль пикси. Она нужна для зелий, крылышек и стрел. Пока фармлю, думаю, тоже построю тут дом. Единорогов, кстати, тоже гашу. Их рога пригодятся. Слегка подровнял территорию, и единорогов стало спавниться просто дофига. Фарм прошел как по маслу. Вот такой получился улов. И сейчас, как и хотел, по-быстрому создаю дом для жителей в виде башни. Получилась вот такая халупа. Телепорт в ней также устанавливаю. Дальше отправляюсь на море. И в кровавую луну быстро выбиваю пиратскую карту. Планирую с ее помощью выбить новое оружие. А пока запасаюсь зельками и отправляюсь в искажение. Добавляю в мир палладий, за ним мифрил и в конце адамантит. Ну и еще ломаю алтари для увеличения количества руды в мире. Первая руда, которую добываю, это палладий. После добычи делаю из нее слитки, создаю кирку и отправляюсь за мифрилом.
Дома также делаю слитки, создаю наковальню и на ней крафчу кирку. Остается добыть последнюю руду, а именно адамантитовую. Ее пришлось добыть побольше. Дома создаю адамантитовую кузню, на ней плавлю слитки, после чего создаю маску, нагрудник, ботинки, кирку и адамантитовый арбалет. Помимо базовых бафов от сета, получаю 25% шанс не потерять боеприпасы. Теперь беру боевые зелья, решил попробовать в обычной шахте пофармить мимиков. В итоге один даже заспавнился и дропнул звездный плащ. Дальше попробовал воспользоваться анализатором форм жизни, но кроме волшебника ничего не нашел. Сделал стрелы адского огня и побежал в зимний биом. Тут идет буря, и это отличный повод попробовать пофармить ледяных големов. Лучший способ — это просто закрыться блоками. Так голем меня не достанет. Из первого удалось выбить ледяное перо, ну и морозное ядро тоже. И тут же сразу я понял, что мне нужно 3 ядра. Спасибо големам, что они часто спавнятся. В итоге фарм закончен. Разбираю адамантитовую броню на слитке и создаю морозный шлем, нагрудник и ботинки. Помимо хорошего увеличения урона и шанса крита, буду накладывать на врагов дебаф обморожения. Теперь я отправляюсь в место повыше, дожидаюсь виверн и начинаю их гасить. Единственная проблема — это мой небольшой урон, но из-за того, что идет гроза, эта проблема исчезла. Молнии очень сильно мне помогли. Итак, эссенции имеются, создаю ледяные крылья, экипирую их вместо геля, и теперь я могу летать. Дальше у торговца жестко закупился стрелами, а у оружейника патронами. Теперь у мага покупаю хрустальный шар и на нем создаю бесконечный колчан. Кстати, из кого-то мне выпал механический череп, а также создаю бесконечную мушкетную сумку. Дальше дома крафчу святые стрелы и думаю пофармить эссенции света. Правда, перед этим установил 100 факелов и призвал бога факелов. Поуворачивался и теперь могу ставить факела биомов. Итак, эссенции. В святом биоме лутаю желатиновый кристалл, настреливаю по мобам с арбалета и случайно выбиваю жезл раздора. Это, конечно, круто, но дальше я им не пользовался. В общем, на этом моменте решил запариться и сделал фармилку как в святом биоме, так и в искажении. Из-за мобов это было очень проблематично. В итоге сделал базовые фармилки и добавил телепорты. Пока строил, даже выбил себе колчан. А дальше фарм эссенций прошел однотипно. Теперь в искажении занимаюсь тем же. Сначала слегка фармлю самостоятельно. Удалось даже наткнуться на мимиков и выбить философский камень. Но с удобной конструкцией выбивать эссенции тьмы будет куда легче. Тут также сделал телепорты и спокойно пофармил. Дома делаю 2 ключа ночи и 2 ключа света. Устанавливаю 4 сундука и начинаю гасить святого мимика. Из первого выпало оружие на мага, но хоть за зелье спасибо. Призываю второго и из него получаю ненужный нож. Пока приходится переключиться на мимиков порчи. Из первого получаю крюк, а из второго цепные гильотины. Короче, 4 мимика подогнали мне только крюк. Недовольный отправляюсь в ад и выбиваю обсидиановую розу, а также получаю необходимый магический камень. Улучшаю колчан до литого, а хотел до ловчего. В целом ничего страшного. Перековываю крылья на грозные, эмблему тоже, шарф тоже, колчан на счастливый и амулет мифов на грозный. Дальше в улье призываю пчелу и быстро с ней разбираюсь. Из мешка мне нужен мед в сотах. Создаю ожерелье из жал, пополняю запас больших лечебных зелий и делаю проклятые стрелы. После фармлю пыль пикси с рогами на стрелы, пополняю запас эссенций света и делаю 3 ключа. Нужно пофармить хотя бы мимиков освещения. Первый дропнул нож, а второй необходимый лук Дедала. Это отличное оружие против механических боссов. Удалось перековать его до праведного. Сейчас у меня вот такая экипировка, и пора бы уже валить боссов. Призывалка близнецов у меня есть. Выпиваю пачку зелий, призываю их и быстро откисаю. Этой ночью было полнолуние. Выбил себе лунный амулет. Дальше над своей ареной решил убрать парящий остров. Просто во время боя он мне мешался. Кстати, ингредиенты на щит Анха довольно неплохо копятся. Создаю крепление для брони, антисглазную мантру и обсидиановый щит. В целом нужно еще не так уж и много аксессуаров. Еще рядом с ареной я убрал лишнее дерево и увеличил саму арену для удобства. Думаю, теперь механикам хана. Также решил улучшить место для реликвий и добавил на арену бафов. Еще вспомнил про удобный пустотный мешок. Пофармил для него немного материалов. В целом это было быстро, и он теперь у меня имеется. Еще создал звездную завесу, подготовил зелье для боя и у странствующего торговца приобрел ролики. Теперь я точно нормально готов. Призываю близнецов.
Тактика против ретинайзера работает как всегда идеально. Из мешка я получаю свои первые святые слитки и эссенции прозрения. Сразу создаю звездную пушку и улучшаю ее до супер версии. Также делаю арбалет и беру все свои 104 звезды. Этого количества будет маловато, так что несколько дней я потратил на их сбор. И в итоге у меня в сумме накопилось 269 звезд. Именно ими я буду гасить скелетрона Прайма. Но перед самим боем нужно пофармить фрукты жизни. Сколько бы ни бегал, нашел всего 10 штук. На всякий случай я даже подготовил для них небольшой огород. После этого использую все фрукты, дожидаюсь наступления ночи, вдоволь напиваюсь зельками и призываю скелетрона Прайма. Хоть звезд было и мало, основную часть урона я нанес именно ими. Забрав из мешка святые слитки и эссенции ужаса, я сразу отправляюсь к оружейнику за нелегальными частями оружия. Заодно закупаюсь наковальнями у торговца. Закинув их в мерцание, я быстро пополнил запасы железных слитков. Железо мне необходимо для крафта огнемета. Вот мне и пригодился весь нафармленный ранее гель. Такого запаса топлива теперь хватит надолго. Следом наступило время разобраться с пиратским нашествием. Единственная цель здесь новое оружие, так что я просто отсиживаюсь в укрытии, работая луком Дедала. Желанный дроп упал уже на 20% прогресса. Знакомьтесь, это бочка-мед. Он стреляет бочками, которые прыгают и взрываются, нанося отличный урон по области. Позже на горизонте появился летучий голландец. Расправившись с ним с помощью лука, я переключился на бочка-мед и спокойно завершил зачистку. Пока я проходил нашествие, в джунглях как раз созрели фрукты жизни. Собрав их в достаточном количестве, я поднял здоровье до 500 единиц. Кроме того, при помощи мерцания из обычного кристалла и фрукта жизни мне удалось получить жизненный кристалл и фрукт Эгиса. Теперь моя регенерация и защита стали еще выше. Между делом скрафтил крылья бабочки. Нужный материал как раз выпал из мотылька, пока я бегал за фруктами. Что-то я совсем забыл про королеву слизней. Надо бы с ней разобраться. На данном этапе королева слизни уже не страшна, а вот из мешка мне точно пригодится желатиновый маунт, реликвия на базе, а моя экипировка на данный момент выглядит вот так. В своем грибном биоме я снова срубаю все деревья, после чего дома создаю план с лечебным пластырем, повязку кидаю в шиммер, чтобы получить карманное зеркало. Оно необходимо для крафта светоотражающих очков, все ингредиенты для амулета Анха в наличии. И я наконец создаю щит Анха и перековываю его на счастливый, хотя пока в активный слот и не ставлю. Настало время разобраться с механическим червем. На кровати я дождался наступления ночи. Погодка, конечно, выдалась не из лучших, но мне это точно не помешает. Бочка-мед наносит отличный урон по секциям. Из мешка уничтожителя получаю эссенции могущества и сразу создаю полный сет святой брони. С этого момента у меня появилась крутая способность неуязвимости. Следом отправляюсь в океан, где выбиваю плавники из акул, а также из касаток, благодаря чему делаю мега-акулу. Ночью же принимаю решение пополнить запас святых слитков. Победил близнецов, получил ресурсы и сразу скрафтил кирка-топор. С ним я незамедлительно отправляюсь в джунгли и плотно занимаюсь добычей хлорофита.
Добыл 916 единиц руды и решил еще чутка покопаться, чтобы накопить 1000. Уже дома переплавляю все в слитки и попутно делаю побольше хлорофитовых патронов. Больше пока ничего не крафчу, так как моя главная задача на этот момент сразиться с реброном. Да, возможно это рановато, но мне нужны крылья и лук. В грибном биоме ловлю трюфельного червяка, конечно же не одного, а сразу несколько штук. Но вот с наступлением дня внезапно началось солнечное затмение. В нем мне удалось выбить ракушку Нептуна вместе с лунным камнем. Скоро эти материалы мне очень пригодятся. А пока я экипирую желатиновый маунт и возвращаюсь на море. Закидываю удочку и призываю герцога Реброна. Правда, победить его не удалось ни в этот, ни в следующий раз. После этих фейлов я решил у механика купить удочку получше и плотно занялся рыбалкой в искажении. Тут я ловлю рыбу эбонкой, а в святом биоме призматическую рыбу. Из этого улова создаю себе зелья мести, а также жизненной силы. Еще перековываю мега-акулу на нереальную и создаю джунглевый сок, который восстанавливает 180 единиц здоровья. Теперь я полностью готов к бою. Призываю Реброна и снова проигрываю. Правда, это было мое последнее ему поражение. Бой получился долгим, но мне очень повезло. Я погиб одновременно с Реброном, а значит это победа. И заслуженная реликвия отправляется на базу. Из мешка я получил именно то, что и хотел. Лук цунами и крылья Реброна наконец у меня. И на текущий момент моя экипировка выглядит следующим образом. На этой ноте приходит пора сразиться с Плантерой. Свою старую арену я расширяю в несколько раз и переделываю в фирменную арену с тоннелями на вторую фазу. Как многие знают, проиграть в ней практически невозможно. Вот такой в итоге получился тонкий тоннель, и в качестве последнего штриха заполняю нижнюю часть арены водой. Это я сделал ради того, чтобы снаряды Плантеры не рикошетили и не мешали. Попутно добавляю еще немного освещения, после чего дома пополняю запас хлорофитовых патрон, основательно запасаюсь бафами и прямо в джунглях ломаю ее бутон. После Реброна я Плантеру даже не ощутил. Из мешка помимо ключа получаю гранатомет. В целом им можно будет даже попользоваться. В этот момент ко мне пришел киборг, а у трюфеля я покупаю автомолот. Устанавливаю его дома, создаю грибные слитки и крафчу ботинки с нагрудником, а также шлем на улучшение луков и пушек. Новый сет имеется, и я незамедлительно отправляюсь в данж Скелетрона. Тут я просто фармлю мобов и выбиваю эктоплазму. В процессе мне улыбнулась удача. Удалось выбить ракетомет. За ним носки Таби, а следом снайперскую винтовку и снайперский прицел. Уже по возвращению домой в своем пустотном мешке я обнаружил еще и черный пояс. Из сундуков достаю когти и шипастые ботинки. Создаю набор тигра, а из него собираю полный комплект мастера ниндзя. Буду использовать его вместо щита Ктулху. Попутно мне понадобилось пополнить запас эссенций механических боссов. Быстро победил Скелетрона Прайма и Червя, благодаря чему успешно создал эмблему Мстителя. На этой ноте подготовку к голему можно считать полностью завершенной. Добираюсь до главного входа в данж джунглей, открываю его и забираюсь внутрь. Внутри я просто отбиваюсь от местных мобов и периодически ломаю опасные ловушки, а из попадающихся сундуков достаю батарейки для призыва. В итоге дойти до главной комнаты не составило никаких проблем. Я на месте, и тут также убираю все ловушки. Плюс немного подравниваю территорию и делаю один ярус из платформ. Место для боя полностью готово, призываю голема.
Он неплохо меня продамажил, но я победил. Из мешка получаю киркопил и оружие Стингер. У оружейника сразу покупаю для него снаряды, а у гоблина все это дело перековываю. Благодаря киркопилу ломаю алтарь и устанавливаю его на арене около дома. Надо бы плотно пофармить голема. В итоге победил его несколько раз и из мешка получил все, что нужно. А именно глаз голема и солнечный камень. Сразу создаю эмблему уничтожителя и улучшаю ей прицел. Также крафчу лунную ракушку, небесный камень и небесную ракушку. Вот так преобразилось мое снаряжение. Следом я добываю кактусы и, бросив их в шиммер, получаю тыкву. Она нужна для создания медальона тыквенной луны. Я до сих пор не понимаю, как могло произойти такое совпадение цифр. С наступлением ночи призываю тыквенную луну. Тут мне многого не нужно. Из плакучего древня выбиваю метлу ведьмы, а со второго тыквенного короля винтовку из Кэнди Корна. Это все, что мне требуется. Винтовка в целом неплохая, так что на этом заканчиваю нашествие. Зря только делал 2 призывалки, одной вполне хватило. Сразу же покупаю патроны для новой винтовки и создаю гадкий подарок. Точно так же дожидаюсь ночи и начинаю морозную луну. В ней мне нужно добыть 2 оружия, а именно из Сантанка пулемет, а из Морозной Королевы пушку Снеговика. Повезло, что в этот раз все тоже выпало за одну луну. Устанавливаю реликвии мини-боссов, разочек побеждаю стену плоти и делаю эмблему Мстителя. После чего из мешка голема достаю его глаз, у киборга закупаюсь ракетами 3-го уровня и пока оставляю вот такую экипировку. Она отлично подойдет для сражения с Императрицей Света. Выпиваю зелья и ночью ее призываю. Ситуация один в один как с Реброном. Я погиб одновременно с ней. Но самое главное это засчитанная победа. Из мешка я получаю лук Сумерки, правда прям часто пользоваться им не планирую. Дальше заглядываю к трактирщику. Покупаю у него стенд и этерианский кристалл. Слева от дома устанавливаю стенд и начинаю нашествие. Причем без использования вспомогательных турелей. В итоге дойти удалось только до 4-й волны. И чтобы облегчить себе прохождение, я решил воспользоваться одной фишкой, которая сильно мне поможет. Заменяю перевернутые молотом блоки на платформы, благодаря чему пешие мобы больше не смогут подойти к кристаллу. Моя главная задача на этот момент — это накопить медали защитника на топовый посох баллисты. Снова запускаю события и спокойно начинаю зачистку. В этот раз дошел до 5-й волны, но вот на 6-й кристалл все-таки сломался. Медалей накопилось уже 26 штук. В следующей попытке мне удалось добраться до 7-й волны, но вот осилить Бетси сходу не получилось. Зато заработанных медалей на этот раз вполне достаточно. Так что у трактирщика я наконец покупаю нужный посох. С баллистами абсолютно любая волна щелкается как орешки. Уже на 7-й волне я смог полностью отвлечься от обычных мобов и сконцентрироваться исключительно на самой Бетси. В итоге я ее одолел. Правда, полностью завершить нашествие так и не вышло. Но в целом это уже не столь важно. Мне нужен был только ее мешок, из которого я сразу же достаю лук Воздушное Проклятие. Его главная фишка — это повышенный урон по летающим врагам. На этом этапе я полностью готов к сражению с культистом. Правда, пока я подготавливал арену, случайно наткнулся на инопланетный зонд, из-за которого тут же стартовало марсианское нашествие. Зато во время зачистки из марсианской тарелки мне удалось выбить ксенопушку. Ей можно будет даже попользоваться. Благополучно заканчиваю нашествие, пополняю свою коллекцию реликвий и снова отправляюсь к данжу Скелетрона. Шлема прямо во время боя я буду менять под конкретный вид оружия. Что ж, нападаю на культистов. На месте победы сразу появилась Башня Солнца, предпоследняя реликвия на базе, и я приступаю к лунным событиям, начав с зачистки Башни Вихря.
Немного времени и пота, и вот она сломана. Забрав фрагменты, я решил добить мобов, но в итоге они добили меня. Уже дома на манипуляторе создаю пушку вихря и лук-фантазм. Мое финальное оружие теперь на руках. С этим арсеналом отправляюсь на башню туманности. Зачистка прошла успешно. Щит пал, а следом и сама башня была разрушена. Забираю фрагменты и перемещаюсь к башне звездной пыли. Тут щит тоже снял довольно быстро, и башня развалилась. Попутно решаю добыть еще хлорофита, чтобы пополнить запас боеприпасов. Теперь их точно хватит до самого конца прохождения. Финальный рывок, и щит башни солнца сломан. И сама башня тоже. Сразу после этого лечусь у медсестры и замираю в ожидании лунного лорда. Правда, я слишком расслабился и сразу же слился. Пришлось крафтить призывалку, хорошенько напиться зельками и начать вторую попытку. Итак, лунный лорд повержен, а террария за класс стрелка пройдена. Устанавливаю на базе финальную реликвию. Из мешка достаю оружие торжество мод 2. Он стреляет вот такими фейерверками. Ну что, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, этот ролик вам зашел. Всем, кто досмотрел до этого момента, советую заглянуть в плейлист «История новичка». Там уже вышло 3 масштабных ролика не по террарии. Я понемногу внедряю на канал новые игры. Я уже прошел Вальхейм, Сабнатику и Сабнатику 2. А следующее видео на канале будет по игре Rust. Так что, чтобы его не пропустить, советую нажать на колокольчик. Ну что, увидимся в следующем топовом видеоматериале. Буду рад, если залетите посмотреть ролики по другим играм. Они получились очень классными.